Биография Алексея Глызина. Алексей Глызин – советский и российский музыкант и певец, заслуженный артист Российской Федерации, актер и радиоведущий. Его называли главным романтиком советской эстрады. Был гитаристом и вокалистом таких коллективов, как «Добрые молодцы», «Самоцветы», «Веселые ребята». Затем начал сольную карьеру. Песни «Ты не ангел», «Зимний сад», «Пепел любви», «Не волнуйтесь», «Тетя» звучали в каждом доме. Обладатель 2 премий «Шансон года», ордена «Меценат», «Серебряный крест». Участник различных развлекательных шоу. В 2020 году выступал в проекте «Маска». В образе слона не был угадан ни одним членом жюри. Детство и юность. Алексей родился зимой 1954 года в семье Сергея и Серафимы Глызиных из Мытищ. Отец, Сергей Васильевич, участник Великой Отечественной войны, служил на железной дороге. Когда Лёше исполнилось 4, родители развелись. Отец, у которого появилась новая женщина, переехал в другой город. Мама, Серафима Алексеевна, всю жизнь трудилась в Министерстве путей сообщения, носила звание почетного железнодорожника. В самом начале работы из-за несчастного случая она лишилась руки, что не помешало ей много работать и достичь руководящих постов. Правда, из-за этого Алексей был вынужден ходить в сад на пятидневку, а с 1 по 5 класс он учился в интернате при министерстве. На лето мальчика отправляли к бабушке в деревню. Хотя родители не имели музыкального образования, людьми были творческими, любили собирать дома-компании. Маленький Алёша всегда был гвоздем программы в импровизированных представлениях на таких посиделках. Но вскоре его постигло первое недетское горе, из семьи ушел отец. Мальчику 4 года, когда они с мамой остались вдвоем. Гораздо позже артист рассказал: «Какое-то время я имел с ним встречи, но этого не произошло. После развода родителей я отца так и не видел. Мне не хватало, что его не было рядом. Я не знаю, как воспитывать детей своих, потому что у меня не было примера. Я считаю, что не поинтересоваться судьбой собственного ребенка – это неправильно, мягко говоря». Артист с горечью вспоминал, что был бы рад хоть малейшему вниманию со стороны родителя, но встречи так и не случилось до самой смерти отца. Свою маму Глызин всегда считал самым близким человеком, несмотря на трудности, которые им пришлось пережить. Женщине с инвалидностью приходилось работать с утра до ночи, чтобы обеспечить семью. Сына она отправила сначала в общеобразовательную и музыкальную школы, но потом решила перевести его в интернат-пятидневку, поскольку дома мальчик был предоставлен сам себе. Поначалу Лёша очень скучал по маме, но затем привык. Ему стало нравиться жить в лесу, на воздухе, бегать кросс по утрам. Еще Глызин увлекся радиоделом и возглавил радиотехнический кружок. Но главной в его жизни оставалась музыка. Он пел в хоре, а когда началось повальное увлечение The Beatles, стал самостоятельно осваивать гитару. С одним из друзей он организовал группу, вел школьные вечера, выступал на дискотеках. Музыкант признался в одном из интервью, что не очень понимал, зачем после 8 класса поступил в радиотехникум. Проучившись там 3 года, поехал в Тамбов и поступил в музучилище, откуда затем перевелся на режиссерское отделение Московского университета культуры и искусств. На 3-м курсе пришла повестка в армию. Глызин отправился на Дальний Восток, где сначала служил в авиационном полку. Узнав о способностях Алексея, начальство перевело его вскоре в музыкальный взвод. Там новобранец организовал музыкальную группу «Полет» и стал выступать с ней на всех военных праздниках. В армии Глызин освоил саксофон. После демобилизации он какое-то время солировал в ансамбле «Верность» Чечено-Ингушской филармонии. Вскоре вернулся в Москву, окончил университет и параллельно стал выступать с коллективом «Добрые молодцы». Музыкальная карьера. Не прошло и года, как из «Добрых молодцев» Алексей перешел в «Самоцветы» Юрия Маликова, после – в коллектив «Ритм», работавший вместе с Аллой Пугачевой. А затем устроился в вокально-инструментальный ансамбль «От сердца к сердцу». Там музыкант тоже пробыл недолго. Его заметил и пригласил в группу «Веселые ребята» Александр Буйнов. Именно здесь к Глызину пришла всесоюзная популярность. Он исполнял в паре с Буйновым такие шлягеры, как «Автомобили», «Не волнуйтесь, тетя», «Бродячие артисты», «Я к тебе не подойду» и другие песни, которые тут же уходили в народ. В составе коллектива музыкант побывал в Германии, Венгрии, Чехословакии, отправлялся на гастроли в Болгарию и на Кубу. Концерты «Веселых ребят» с успехом проходили в Америке, Италии и Финляндии. Виа стал участником международного конкурса «Братиславская лира», где их композиция «Бродячие артисты» получила гран-при.
В этот период Глызин снялся и в музыкальном фильме Виталия Макарова «Она с метлой», он в черной шляпе, а также в лирической комедии Александра Полыникова «Приморский бульвар», где исполнил песню «Треугольник». В «Веселых ребятах» Алексей работал на протяжении 8 лет. Композиция «Балагоя» в его исполнении попала в телевизионный конкурс «Песни года 86». «Веселые ребята» стали первым коллективом на эстраде, в репертуаре которого звучали классические произведения Баха, Моцарта, Бетховена. В их исполнении со сцены была исполнена композиция «Фантазия» в пещере горного короля из сюиты Эдварда Грига «Пёр Гюнд». В 1988 году прозвучала последняя в составе «Веселых ребят» и первая в сольной карьере Глызина песня «Зимний сад». Также назывался и его первый сольный диск с песнями на стихи Симона Асиашвили и музыку Виктора Чайки, который он записал вместе с группой «Ура». С этой же композицией артист попал в финал песни года 89, а уже через год на этом же фестивале исполнял песню «Пепел любви». В 1991 году Глызин выступил с 3 сольными концертами в столице. Его популярность была на пике. За время с 1990 по 2012 год музыкант выпустил 8 альбомов, наиболее яркими из которых были «Летит душа» и «Золотая коллекция». Эти пластинки, по словам артиста, были записаны в промежутках между поездками в Америку. У него была грин-карта, разрешающая жить в Штатах постоянно, но прижиться в Лос-Анджелесе он так и не смог. В 2005 году Глызина наградили Серебряным крестом, орденом, учрежденным организацией «Меценаты столетия». А еще через год ему присвоили звание заслуженного артиста России. В 2000-е годы карьера Алексея Глызина пошла на спад, зато его можно было увидеть в различных телепроектах «Точь-в-точь», «Три аккорда», «Ты суперстар» и других. Дважды был удостоен премии «Шансон года». Личная жизнь Алексея Глызина. Впервые Алексей женился сразу после армии на девушке Людмиле, которая верно ждала его 2 года. В 1975 году она родила музыканту сына Алешу, но семейной тихой жизни не получилось. Как только Глызин стал солистом «Веселых ребят», толпы фанаток стали писать письма, осаждать на концертах симпатичного блондина. И не всегда певец смог устоять. Однажды он признался, что в одну из таких поклонниц, Евгению Герасимову, сам влюбился до безумия. Девушка была напористой, поставила ему ультиматум, и Алексей ушел из семьи, в чем был, веря, что встретил настоящую любовь. Прозрение наступило быстро. Разлучницу совершенно не интересовала семейная жизнь. Ее привлекал звездный статус певца и мечты о собственной карьере. Через довольно короткий промежуток времени она ушла к другому звездному артисту, Вячеславу Махренскому из «Виа Земляне». После этого Алексей полностью погрузился в творчество. В 1989 году на одном из выступлений в Ленинграде музыкант познакомился с чемпионкой мира по художественной гимнастике Саней Бабий. Девушка была гораздо моложе, певец добивался ее благосклонности на протяжении 3 лет. В 1992 году, за несколько месяцев до рождения сына Игоря, назвали его так в честь Игоря Талькова, пара официально зарегистрировала брак. Многое случалось в жизни за почти 30 лет совместной жизни. Глызин признавался, что увлекался другими женщинами, о чем узнала Сания. Жена подала на развод, но Алексей вымолил у нее еще один шанс. С тех пор семья стоит у певца на первом месте. Старший сын работает на телевидении, уже сделал отца дедушкой. Внук Денис, по словам артиста, вьет изо всех веревки. Младший сын работает в группе папы и увлечен изучением французского, английского и китайского языков. Алексей Глызин сейчас. В 2020 году музыкант стал участником сенсационного телешоу «Маска», где выступал в образе слона. Ему удалось настолько изменить свой тембр голоса и так запутать членов жюри, что ни один из них до последнего момента не узнал певца. Высказывались предположения, что в костюме слона скрываются Валерий Меладзе, Андрей Державин и даже покойный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев. Жюри было в шоке, когда артист снял в маску. Глызин участвовал в 3 выпусках программы, после чего сошел с дистанции. Осенью в СМИ распространились фейковые новости о тяжелой болезни и даже смерти Алексея. О том, что его похоронили, оторопевший артист узнал на фестивале «Славянский базар». Глызин заявил, что не представляет, кому нужны такие ужасные новости за гранью добра и зла.
После добавил, что значит, по известной примете, будет жить еще долго, раз его похоронили при жизни.